Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о новых 35-х номерных Джорданах. Поехали! В обзоре на 18-й Леброна я сказал, что если бы у меня стоял выбор между Лебронами 18 и Джорданами 35, я бы выбрал Леброны. Как правило, на всех моих тестах каждая пара кроссовок тестируется прямиком из коробки. 35-й номерные в данном случае не были исключением, но были исключением в том, что в этих кроссовках я не смог отзаниматься даже и часа игрового времени. Дело в том, что внутренний шов на язычке кроссовка очень сильно натирал ногу, при условии, что я занимался в толстых волейбольных носках. И так как данные кроссовки я покупал себе сам, обзор на них я решил отложить на некоторое время для того, чтобы разносить их в домашних условиях. После того, как я сообщил о данном недоразумении в своих соцсетях, многие из вас предложили мне позаниматься в двух носках. Забегая вперед, хочу сказать, что это одни из лучших баскетбольных кроссовок, которые я когда-либо тестировал. Вес данных кроссовок составляет 393 грамма в размере 8,5 US. Это и не много, и не мало. Сравнивая с Лебронами, они легче на 100 грамм. Сравнивая с большинством волейбольных кроссовок, они тяжелее на 100 грамм. Но учитывая то, какую амортизацию и стабильность в стопе они дают, можно смело не обращать внимания на их вес. Следующее, о чем хочу поговорить, это тракция. И она здесь просто безупречная. Мне удалось поиграть только на двух покрытиях, это резина и крашеные доски, и за несколько тренировок не было ни одного проскальзывания. Даже при неполной постановке стопы сцепление было идеальным. В пыльных залах эти кроссовки, как и многие другие, периодически придется протирать рукой или влажной тряпкой. Обращаю ваше внимание, что данная мидсоль не подходит для игры на асфальте. Лично от себя я бы не советовал в них играть даже на резиновой крошке. Это отличные кроссовки для зала, но не для улицы. 35-е номерные очень хочется назвать высокими кроссовками, но по факту они являются мидкатами. Я бы даже сказал что-то среднее между высокими и средними. Благодаря огромному и твердому пяточному стакану нога сидит в них просто как влитая. Но при этом даже сильно зашнуровав верхние петли, все равно есть небольшая свобода в стопе. И возможно именно поэтому данные кроссовки не ощущаются тяжелыми или сковывающими ваши движения. Теперь об амортизации. Если 18-х Лебронов я данному параметру смело могу поставить 11 из 10, то 35-е номерные получат 10,5 из 10. В принципе оно и понятно, главным спортсменом, продвигающим данные кроссовки, является Зайон Вильямсон, чей вес составляет порядка 120 кг. И мне с моими текущими 70 килограммами амортизации было просто за глаза. В данном кроссовке присутствуют два полноценных баллона в передней и задней части кроссовка, которые между собой соединены вот такой вот интересной аркой, пластиковая дуга которой отвечает за фиксацию вашей стопы во время резких боковых нагрузок. Данное решение абсолютно никак не ощущается внутри кроссовка, но при этом повышает его стабильность, поэтому от меня 5 с плюсом за идею и реализацию. Пятка в данном кроссовке имеет высоту 3 см. Также к одному из плюсов хочу отнести, что в данном кроссовке используется технология мононоска. То есть язычок большей своей частью пришит к самому кроссовку, что, как мне кажется, способствует лучшей фиксации стопы. В местах частого контакта с ногами других игроков расположены специальные вставки, способствующие увеличению срока эксплуатации данной модели. Но при этом в носовой части нет никакой пластиковой вставки, способной защитить вас от приземления другого игрока вам на ногу. Если данные кроссовки будут приобретаться для игры в волейбол, то вы без проблем сможете отзаниматься в них несколько сезонов. Если же вы будете покупать данные кроссовки для баскетбола, то здесь очень важным фактором будет являться то, как часто ваши кроссовки будут контактировать с ногами других игроков. При всей той жесткости конструкции 35-х, они ощущаются очень мягкими. Благодаря тому, что здесь достаточно много набивочного материала, а особенно в пяточной области. Ну и еще одним важным плюсом для меня являлось дизайнерское решение разместить петли вот таким вот интересным образом. Первые 5 петель вшиты в подошву и прошиты по всей внешке кроссовка. И если вы любитель плотной шнуровки, как и я, то данное решение вам однозначно понравится. Но теперь хотелось бы поговорить о недостатках, и начать хочу я со шнуровки. Если у вас высокий подъем ноги, то вам необходимо будет расшнуровывать как минимум 3 верхних петли, чтобы засунуть ногу в кроссовок. Я понимаю, что для кого-то это может не являться недостатком, но меня честно бесил этот момент. Опять же, надо понимать, что именно благодаря этому вы имеете феноменальную фиксацию вашего голеностопа. Следующий момент — это отсутствие петельки на пятке для надевания. Да, это тоже несущественный момент, но для меня непривычно тратить по 1,5-2 минуты для того, чтобы надеть кроссовки. Это все были мелкие придирки, теперь перейдем к существенным недостаткам. Первое, с чем я столкнулся, это вот эти вот узелки на кроссовках, которые очень сильно натирали мне ногу на первой тренировке. И именно из-за них я не смог отыграть даже 1 часа в толстых волейбольных носках. Вполне возможно, это единичный случай, и именно в моих кроссовках данные узелки очень сильно выпирали. Может быть, вы с этим даже и не столкнетесь. Но в принципе, отбегав порядка 5 тренировок, эти нитки стали существенно меньше натирать. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке 35-х, учтите, что вполне возможно, первые тренировки вам придется тренироваться в 2 носках.
Следующим неприятным моментом для меня было то, что стакан в данных кроссовках очень сильно давит на ахилл, когда вы встаете на носочки. То есть он настолько жесткий, что очень сильно передавливает ахилл. В принципе, если вы никогда не сталкивались абсолютно ни с какими проблемами ахилла, то вы этого даже и не заметите. Но в момент тестирования данных кроссовок у меня есть некоторое воспаление ахилла, и каждое сгибание создает стресс. Это не совсем приятно. Но говорю, если у вас нет никаких проблем с ахиллом, то вы этого просто и не заметите. Следующим минусом, как я ранее уже говорил, отсутствие защиты в носовой части. Для большинства баскетболистов это все-таки является недостатком, но в волейболе это скорее всего будет даже являться преимуществом, потому что благодаря этому кроссовки намного легче и мягче ощущаются. Следующим недостатком для дрищей и главным преимуществом для тяжеловесов является то, что эти кроссовки, конечно же, в первую очередь рассчитаны для игроков с большим весом. Я даже не берусь сказать верхние ограничения, то есть ребята с весом 120-130 кг без проблем могут залезть в эти кроссовки и бегать в них. Но вот нижний порог, я бы сказал, что здесь в районе 80 кг. Само собой, эти кроссовки продаются и в маленьких размерах, то есть без проблем их можно найти, наверное, в 7 размере. Следовательно, с таким размером человек должен весить порядка 60 кг. То есть вы без проблем можете в них заниматься, бегать, прыгать. Но для того, чтобы эти кроссовки раскрыли весь свой потенциал, который изначально в них заложен, ваш вес должен быть все-таки порядка 80 кг. Либо вы должны очень высоко прыгать для того, чтобы эти кроссовки не вызывали у вас дискомфорта. Связано это в первую очередь с тем, что при моем текущем весе в районе 70 кг, когда я встаю на носочки, подошва данного кроссовка не деформируется. Из-за этого на вашу стопу приходит очень непривычная нагрузка. То есть ваша нога работает в новой для нее нагрузке, и в первое время вы можете испытывать именно мышечный дискомфорт. Само собой, ко всему можно привыкнуть, но если до этого вы играли в тонких, мягких кроссовках, которые можно свернуть в трубочку, эти могут показаться вам неуклюжими сапогами. Просто при выборе данных кроссовок нужно понимать, что они рассчитаны на тяжелых игроков. Ну и последним недостатком, а особенно для визуалов, будет являться то, что вот эти вот перламутровые вставки рвутся. Как видите, на моих кроссовках уже есть небольшой надрыв, хотя в принципе я в них занимался не так много. Вполне возможно, что данный надрыв появился здесь из-за того, что я не расшнуровывал кроссовок до конца и пытался засунуть ногу туда под таким углом, что немного надорвал его. Сомневаюсь, что он продолжит дальше рваться, но не упомянуть об этом моменте я просто не мог. Также хочу ответить на один популярный вопрос. Часто в моих соцсетях бывают фотографии, где я в разных кроссовках. Ребята, это связано с тем, что во время тренировок, особенно на разминке, я тестирую кроссовки для того, чтобы полноценно сравнить, чем отличается одна от другой технологии. Дело в том, что если вы 2 часа занимаетесь в одних кроссовках, на следующий день в других, то ваше восприятие может немного отличаться. По разным причинам. Усталость, другие носки, другой зал, другое покрытие и так далее. Еще очень часто я делаю это для того, чтобы сравнить технологии амортизации в одних и других кроссовках. Думаю, внимательные зрители могли заметить на моем столе новые кроссовки DM7, которые мне любезно предоставили на обзор в интернет-магазине Funky Dunky. Эти и другие кроссовки вы без проблем можете приобрести в их интернет-магазине с доставкой по России и странам СНГ. Ссылочка на них будет в описании под этим видео. Ну и подводя итог по 35-м номерным. Стоят ли эти кроссовок своих денег? Однозначно да. В первую очередь они подойдут для тяжелых игроков с весом более 80 кг. Но если вы очень высоко прыгаете, то смело можете рассматривать эти кроссовки и с меньшим весом. В них феноменальная амортизация и фиксация стопы. Они прекрасно подойдут для игры в зале, но не на улице. Могу ли я посоветовать какой-то аналог вместо них? К сожалению, нет. С таким набором характеристик, которыми обладают 35-е номерные, наверное, они в данный момент на рынке являются единственными. Поэтому тут, как говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Меня зовут Егор Пупынин, всем удачи, пока.